Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Так как многие все время хотели, чтобы у нас были ножки с пальчиками, то я решила в этой куколке сделать ножки с пальчиками. Ну и вы видели уже куколку, которая у меня была, розочка, там ножки с пальчиками. Что значит, если ножки с пальчиками? У нас ножки будут левая и правая. И вывязываются они немного по-разному. То есть, вот видите, они никак не могут быть одинаковыми, потому что у нас есть пальчики. Это у меня не от куклы ножки, это я там хочу кое-что поэкспериментировать, но ножки вот такого же плана, да. Поэтому мы сейчас с вами будем начинать вязать. Сначала одну ножку свяжем, потом свяжем другую ножку. Это просто чтобы вы знали, что ножки будут разные. Будем вязать их крючком, тем, что мы вяжем всегда ручки, голову, тело, 1,75. Если это крючок с бамбуковой ручкой, то это у нас получается 1,5. Но вы всегда ориентируетесь на то, как вяжете вы. Я просто говорю, чтобы там не было каких-либо путаниц потом с вывязыванием одежечки нашей, да, потому что там крючки немножко могут меняться, могут не меняться в зависимости от взятых ниток. И, естественно, ниточки мы берем те же самые, что мы вязали с вами голову, ручки. У нас все вяжется одной и той же ниточкой. Я вяжу без носочков. Единственное, что трусики там, да, будут другого цвета. Носочки не хочу, потому что это нас ограничивает потом в выборе нарядов. Вот чтобы такого не было, я вяжу без носочков. Ну что ж, начинаем вязать ножки. Начинаем с 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Вяжем 5 столбиков. Затягиваем наше колечко. Это и будет имитация нашего пальчика. Вот как раз вот это будет показывать пальчик. Далее вяжем 7 воздушных петелек. Провязали 7 воздушных петелек. Теперь со второй от крючка мы делаем прибавку. Вот во вторую петельку делаем прибавочку, провязывая 2 столбика без накида в одно звено. Далее вяжем 5 столбиков без накида по цепочке. Провязали по цепочке 5 столбиков. И сейчас мы с вами должны провязать 11 столбиков по кругу. Здесь на вот этом вот, как у нас уже как бы пальчик, мы с вами берем вот эту вот петельку за первый столбик. То есть вот тут вот то, что у нас сбоку, мы не смотрим. Вот отсюда начинаем отсчет 11 столбиков без накида. И вот здесь последний 11 столбик. Вот, смотрите, как у нас с вами получается. Получается, что вот у нас ножка, а вот у нас вот он запрятался пальчик. И сейчас будем
вязать по кругу. Значит, смотрите. Мы сейчас здесь поставим маркер для того, чтобы отсчитывать. Вот я уже приготовила ниточку контрастного цвета, чтобы отсчитывать наши ряды. У нас сейчас по кругу вот здесь 18 столбиков без накида. И мы с вами с 3 по 8 ряд вяжем просто 18 столбиков без накида. Мы сейчас просто нарастим ножку, как бы стопу, и дойдем до пяточки. Когда дойдем до пяточки, это уже будет совершенно другое вязание. Значит, сейчас мы с вами с 3 по 8 ряд вяжем по 18 столбиков без накида по кругу. Давайте свяжем это самостоятельно и встречаемся. Смотрите, провязали мы с вами вот эти 8 рядов. Вот так вот нарастили стопу. Вот у нас получился пальчик. Что делаем далее? Вот мы с вами остановились. Теперь будем вывязывать пяточку. Пяточка у нас вяжется поворотными рядами. Вы знаете, когда у нас поворотные ряды, это у нас идет воздушная петля подъема и поворот. Поэтому что мы сейчас делаем? Вот мы с вами здесь остановились. Это у нас было вот как раз перед маркером. Мы остановились. Теперь мы делаем с вами воздушную петлю подъема, делаем поворот, и мы будем вязать вот это полотно. Это как бы низ стопы. И вязать будем сразу вот в это первое отверстие, которое вы сейчас видите. Вот мы сделали воздушную петлю, повернули, и вот мы видим первое отверстие. Мы, начиная с него, вяжем 6 столбиков без накида. Шесть. Связали 6 столбиков без накида. Делаем воздушную петлю, поворачиваем наше вязание и снова вяжем 6 столбиков без накида, начиная вот с этого первого отверстия. Пять, и вот тут вот мы видим, провязываем обязательно 6. Вот так вот мы уже с вами связали. Далее делаем снова воздушную петлю, поворачиваем, и теперь у нас идут уже сокращения. То есть какое сокращение? Вот это вот первое отверстие, которое мы с вами всегда провязывали столбик без накида, мы его не учитываем и провязываем сразу в следующее. И начиная с него вяжем 5 столбиков. Раз, два, три, 4. И вот тут вот последний, не забываем, 5. Провязали 5 столбиков. Снова у нас воздушная петля, поворот. И первое отверстие пропускаем и вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три. И последний 4. Связали. Все. Мы с вами вот это вот как бы далее длину стопы связали. Отсюда мы маркер вытаскиваем.
Сейчас я объясню, что мы будем делать. Мы сейчас опять будем вязать по кругу. Но что мы сейчас сделаем? Мы вот здесь наберем петельки. У нас вот на этой стороне надо набрать 4 петли. И на этой стороне надо набрать 4 петли. Здесь у нас 4 петли есть. Ставим здесь маркер. Это у нас теперь будет начало отсчета. И по боковому полотну пятки набираем 4 столбика. То есть смотрим, где вот тут у нас наиболее красиво получится набрать петельки. Берем, набираем 4 столбика. Вот раз, потом вот сюда 2, вот сюда 3 и вот сюда набираем 4. Набрали 4. Теперь мы набираем, далее просто провязываем 3 столбика без накида. Вот тут вот у нас уже идут петельки по полотну, да? Берем. Раз, два и вот 3. Сейчас здесь по передней части мы должны провязать 6 соединительных столбиков. Только вы их сильно не затягиваете. То есть мы сейчас вяжем просто соединительные столбики. Раз, два, три, 4, 5, 6. И здесь вяжем теперь 3 столбика без накида. Обычных. Раз, два, 3. Подошли. И вот по этой боковинке мы тоже должны набрать 4 столбика без накида. Ну, смотрите, вот раз, два, три, 4. У нас прям так и видно. Вот берем. Раз, два, 3, 4. И по пяточке, вы помните, у нас было здесь тоже 4 столбика. Вот раз, два, три, и вот четвертый. По пяточке мы тоже провязываем 4 столбика без накида. Вот мы с вами сделали вот такой вот круг. Вот мы вывязали. Сейчас у нас вот тут далее будет вывязываться стопа. Мы вяжем уже по кругу. Это у нас был с вами 9 ряд. Сейчас у нас здесь получается 24 столбика без накида. И уже в 10 ряду у нас сразу будут убавочки, чтобы сформировать стопу. Сразу вяжем 2 столбика без накида. Вот по вот этим боковым петелькам, которые мы с вами набрали. Вяжем 2 столбика без накида. Раз, два. Далее делаем убавку. И сейчас мы с вами вяжем дважды такой блок. 5 столбиков без накида, убавка. Вот, берем, вяжем 5 столбиков. И делаем убавку 2 последующие петельки
за передние полупетли, провязываем вместе. Это мы первый раз делали, и делаем точно такой же убавочный блок второй раз. 5 столбиков без накида. Делаем убавку. И провязываем дальше все наши петельки. Их тут у нас остается 6 штук. Вот так вот у нас уже выглядит наша ножка. Это мы с вами провязали 10 рядов. И у нас теперь 21 столбик по кругу. Вязать 11 ряд. Здесь 11 ряд сразу начинается с убавки. Делаем убавку. И далее у нас и сплошные убавочные блоки. 3 столбика без накида, убавка 3 раза. То есть вяжем 3 столбика без накида. Раз. Два. Три. Провязали 3 и делаем убавку. Раз. Блок. Опять 3 столбика. И делаем убавку. Еще 3 столбика. И убавка. И довязываем наши с вами столбики до конца. И 4. Сейчас у нас по кругу 17 столбиков без накида. И смотрите, 12 ряд мы с вами просто вяжем. Смотрите, вот сейчас просто берем, вяжем столбиками без накида. И вот здесь ровно по центру пяточки нам надо сделать одну убавочку, ну, для формирования красивой пяточки. То есть сейчас просто вяжем наши столбики без накида по кругу. А теперь смотрим, вот пяточка, вот сейчас 2 петельки, мы с них сделаем убавочку. Вот так. И до маркера довязали еще один столбик. То есть смотрите, как у вас получается, чтобы убавочка была точно по центру пяточки. И у нас сейчас по кругу 16 столбиков без накида. То есть вот мы с вами связали такую стопу. Вот она у нас, да. И здесь у нас 16 столбиков по кругу. 13-14 ряд мы сейчас просто с вами 2 ряда провяжем без изменений по 16 столбиков. Давайте свяжем 13-14 ряд и далее встречаемся. Смотрите, на этом этапе, прежде чем мы с вами продолжим вывязывать нашу ножку, я предпочитаю ее наполнить. Наполнять нужно плотно.
Ну, не совсем так, чтобы она у вас раздулась, да, но она потом все равно придавится в процессе дальнейшей работы, но ее надо хорошо наполнить, чтобы не было особых пустот. И внимание уделяйте вот тут вот, смотрите, боковушкам. Вот здесь вот надо хорошо наполнить. И надо хорошо наполнить пяточку. Вот прям берете вот так вот, да, вот где пяточка. И уделяете внимание именно вот этому месту. Вот прямо здесь вот так вот наполняете, чтобы сюда попал наполнитель. Потому что просто так он туда не будет стремиться направляться. И вот тут, ну, потом мы еще донаполнить сможем, чуть-чуть еще провяжем. Ну, вот, чтобы основа была. Тут оно потом у нас все равно придавится. В процессе уже дальнейшего вывязывания ножки, куколки, оно же все равно где-то придавливается, где-то что-то. И холофабер или там какой у вас наполнитель, он тоже будет придавливаться. И вот чтобы потом ничего не было хлипким, да, нужно изначально хорошо наполнять, формировать, смотреть, чтобы оно было упругое, чтобы оно не было очень-очень мягким. Так что давайте наполняйте ножку, потом можно, если что, еще донаполнить, но чтобы она была такая вот, знаете, как упругая, хорошая. Не то, чтобы там камень, да, но она все равно еще придавится. Вот такая вот ножечка. Так, будем считать, ножку мы наполнили. И далее у нас пойдут уже прибавки в рядах. То есть вот пяточка есть. Сейчас будем дальше вязать ножку. Вяжем 13 столбиков без накида, прибавка. Вот от маркера считаем. Тринадцать. И получается вот сейчас мы делаем прибавку. Сделали прибавку и довязываем 2 столбика без накида до нашего маркера. Это у нас с вами был 15 ряд. 16 ряд. Здесь мы с вами начинаем вязать 2 столбика без накида. Вот сразу от маркера провязываем 2 столбика без накида. Раз, два. И в следующую петельку делаем прибавку. Далее просто по кругу вяжем наши столбики без накида до маркера. Давайте вяжем самостоятельно. Провязали мы с вами этот ряд. И далее у нас сейчас 18 столбиков без накида по кругу. Мы просто 17 по 20 ряд вяжем по 18 столбиков без накида. Давайте свяжем эти рядочки, и в 21 ряду мы с вами встречаемся. Просто берем и вяжем столбики, которые у нас есть по кругу. Я чуть-чуть стараюсь наполнять по мере провязывания ножку, но так, чтобы не в самый верх, чтобы не мешать нашему вязанию. Провязали мы эти с вами рядочки. Теперь 21 ряд вяжем 7 столбиков без накида. И делаем прибавочку в следующий столбик.
Теперь провязываем 5 столбиков. Делаем прибавочку. И довязываем столбики до маркера. Провязали мы с вами 21 ряд. Теперь посмотрите, чтобы у нас маркер стоял по центру пяточки. Ну, у меня, видите, так получилось. Вот он шел, 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 и вот он стал по центру пяточки. То есть он у меня так и стоит. А вы посмотрите, если у вас маркер стоит не так, вяжем же мы с вами все по-разному, то надо его поставить по центру пяточки. Потому что у нас сейчас пойдут такие вот симметричные прибавочки по бокам. И желательно, чтобы было отцентрировано по отношению к пятке. 22 ряд мы с вами вяжем. Сразу, вот сразу от маркера мы тут вот делаем прибавку. Вот так вот делаем прибавку. Провязываем столбик без накида. И делаем еще одну прибавку. И далее просто довязываем те столбики, которые у нас остались вот по кругу. Просто вяжем. Двадцать третий ряд мы с вами начинаем так. Мы провязываем 17 столбиков без накида. Провязали 17. Теперь что мы с вами делаем? Делаем прибавку. Потом провязываем столбик без накида. Снова делаем прибавку. И до конца ряда провязываем до маркера 2 столбика без накида. У нас сейчас с вами 24 столбика по кругу. И с 24 по 29 ряд мы с вами просто провязываем 24 столбика. И все. Давайте свяжем эти рядочки самостоятельно. И в 30 ряду мы с вами встречаемся. Провязали мы с вами 29 рядов. Вот эти наши рядочки, которые мы вязали без извинения. Я немножко поднаполняю ножку по ходу вязания. И смотрите, вот я вынула маркер, потому что он у нас сюда съехал. И нам надо опять возобновить его вот сюда по центру. Сейчас я делаю петли смещения. То есть я просто провяжу эти петельки, чтобы поставить маркер по центру пяточки. Вот. Так, вот теперь ставлю маркер. И 30 ряд у нас с вами убавочки. Убавка начинается сразу с первой петельки. То есть мы с вами делаем убавку. Провязываем столбик без накида в следующую петельку. И делаем еще одну убавку.
Далее вяжем просто столбиками без накида до нашего маркера. Давайте вяжем самостоятельно. Провязали. А теперь мы начинаем с провязывания 17 столбиков без накида подряд. Вот прямо от маркера вяжем 17 столбиков без накида. У нас здесь остается 5 столбиков. И мы с вами что делаем? Мы делаем убавку. Потом просто столбик без накида. И последние 2 петелечки тоже идут в убавку. Все, это мы с вами провязали 31 ряд. Сейчас мы будем вывязывать колено. Мы сейчас провязываем 8 столбиков без накида. Провязали 8 столбиков без накида. Вот от маркера провязали. И сейчас мы делаем подряд 6 прибавок. То есть это у нас как раз будет колено. Здесь получится 6 прибавок. Делаем в каждую петельку по 2 столбика без накида. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Сделали 6 прибавок. Смотрите, как получается. Здесь, видите? Вот уже определяется коленка. И далее довязываем до маркера наши столбики. Так, связали мы с вами 32 ряд. Сделали добавление на колено. Сейчас мы с вами 2 рядочка, 33 и 34, вяжем без изменений. У нас сейчас здесь должно быть 26 столбиков по кругу. Давайте свяжем 2 рядочка по 26 столбиков. Вяжем. Провязали 34 рядочка. И сейчас у нас с вами 35 ряд. Это последний ряд, где мы делаем какие-либо изменения в количестве петель. Поэтому сейчас вяжем. Сразу от маркера вяжем 7 столбиков без накида. Провязали. И сейчас делаем прибавку. В следующую петельку провязываем 2 столбика без накида. Далее вяжем 15 столбиков без накида. Провязали 15, делаем прибавку. И довязываем 2 столбика до конца. Так, смотрите, мы с вами провязали 35 рядов. На этом все какие-либо изменения
в петельках ножки закончены. Мы полностью все сформировали. И теперь нам надо просто нарастить длину ноги до того момента, когда мы будем соединять ножки. Значит, смотрите, вяжем до 48 ряда включительно по 28 столбиков без накида. В 47 ряду меняем цвет. Я буду вязать розовенькие трусики. Вы, если не будете вязать трусики, вы просто провязываете 48 рядов. Если меняете, ну, какой там вы цвет захотите, то в 47 ряду надо сменить цвет на цвет трусиков. Все. Давайте с вами вяжем 48 рядов. Будет наша ножка. И тогда мы с вами встречаемся. Давайте вяжем самостоятельно далее. Вот наша левая ножка. Так, если поставить, это будет у нас левая ножка. Я ее наполнила на плотненько, довязала. Смотрите, я перешла в 47 ряду на другой цвет, провязала 48 ряд. И смотрите, как получается. Вот у нас, ну, как у меня шел налево этот наш маркер. Вот тут он остановился. И я здесь, это фактически вот внутренняя часть ножки, я уже маркер вынимаю. И здесь завершаю вывязывание рядов. Так вот. И ниточку можно спрятать вовнутрь. Получается, у нас левая ножка уже готова для подсоединения, да, для того, чтобы дальше вывязывать туловище. Плотность набивки ноги должна быть довольно-таки хорошая. Вот пробуйте, ножка должна быть упругая. Кукла самостоятельно, конечно, стоять не будет с такой ножкой. Мы не делаем ей никакой основы. Вот. Но она все равно не должна сминаться. То есть упругость должна присутствовать. Теперь нам надо связать правую ножку. Правильно? Правая ножка вяжется немножечко по-другому, потому что у нас есть пальчик. Вот, смотрите, что по правой ножке. Правая ножка, она вяжется как бы зеркально, но начало идет одинаково. То есть с 1 по 8 ряд у нас все получается одинаковые ряды, одинаковое количество петель, и все одинаково. То есть что мы делаем? Мы делаем 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Далее делаем 7 воздушных петелек. Со второй от крючка делаем прибавку в петельку, провязываем 2 столбика без накида. Вяжем 5 столбиков без накида по нашей цепочке. Далее и далее нам надо провязать 11 столбиков без накида, начиная вот с вот этой вот петельки на пальчике.
Вот у нас так получается. Смотрите, вот тут у нас будет пальчик. И сюда надо уже поставить маркер для того, чтобы контролировать наши ряды. Далее мы сейчас провяжем с 3 по 8 ряд по 18 столбиков без накида. Давайте свяжем это самостоятельно. То есть вот у нас вот маркер, мы здесь вяжем по 18 столбиков. 8 ряд включительно. Давайте вяжем и встречаемся после того, как мы с вами свяжем все эти рядочки. Смотрите, вот мы с вами провязали 8 рядов. Вот наш пальчик. Можно даже посмотреть. Смотрите, это у нас... Нам надо, чтобы у нас было вот так, да? Теперь какой нюанс у нас здесь? Вот мы связали 8 рядов. И теперь мы провязываем еще дополнительных 10 столбиков без накида. То есть дальше вяжем 10 столбиков. Провязали, да? И теперь только после того, как мы с вами провязали вот эти 10 дополнительных столбиков, мы переходим к поворотным рядам. Что мы сейчас делаем? Мы делаем воздушную петлю, поворот и вяжем 6 столбиков без накида, начиная прямо вот с этой вот петелечки, первой, вот у нас дырочка. Вяжем. Раз, два, три, 4, 5, 6. Связали 6. Делаем воздушную петлю, поворачиваем вязание и снова провязываем точно так же 6 столбиков без накида, начиная вот с этой первой петелечки. Раз, два, три, 4, 5 и вот здесь у нас последняя, 6-я. Провязали. Теперь делаем воздушную петлю, поворот, и уже в этом ряду мы не вяжем вот с этой первой петельки. Мы начинаем со следующей и провязываем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4 и последняя, 5-я. Воздушная петля, поворот. И здесь делаем то же самое. Пропускаем вот эту вот первую и вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Вот мы с вами провязали низ подошвы. Отсюда маркер убираем и переставляем его сейчас туда, откуда мы теперь начинаем вязание. Что нам теперь надо сделать? Нам, значит, надо сделать вот по вот этим боковушечкам, так же, как и в первой ножке, набрать по 4 столбика без накида. Значит, что мы делаем? Это у нас уже будет 9 ряд. Мы набираем, вот тут видим, вот раз, два, три и 4. Набираем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4.
Набрали 4 столбика без накида. Теперь провязываем 3 обыкновенных столбика по полотну. Раз, два, три. Далее вот здесь по переду провязываем 6 соединительных столбиков. Но вы их, когда провязываете, не затягивайте сильно. Раз. Два. Три. Четыре. 5 и последний 6. Теперь вяжем 3 столбика без накида обыкновенные. Раз, два, три. Пришли к боковой части. И здесь тоже нам надо набрать 4 столбика. Вот смотрите, вот раз, два, три и 4 получается. То есть набираем. Раз, два, три, 4. И по пяточке у нас остается тоже 4 столбика. Вот раз, два, три, 4. Провязываем эти 4 столбика. Раз, два, три. И вот последний 4. Вот сейчас у нас выглядит вот так вот наша ножка. Мы с вами провязали 9 рядов. Теперь у нас 10 ряд. Вяжем 10 ряд. Маркер у нас уже здесь стоит. И 10 ряд мы начинаем. Вяжем 2 столбика без накида. Раз, два. И делаем сразу вот здесь убавку. Сделали убавку. А теперь мы должны сделать 2 убавочных блока, которые состоят из 5 столбиков без накида убавка. То есть мы вот таких блоков должны сделать 2. То есть вяжем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. И делаем убавку. Это мы с вами провязываем первый блок, да, убавочный. Теперь далее вяжем опять 5 столбиков без накида. Делаем убавку. Сделали убавку. И у нас здесь остается 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Довязываем эти 6 столбиков. Раз. Вот смотрите, как у нас уже вот вывязалась здесь пяточка. Здесь вот вывязалась ножка. Далее у нас 11 ряд. В 11 ряду у нас сразу идет убавка от начала вот здесь. Делаем убавку. Сделали убавку. И сейчас у нас с вами будут убавочные блоки. 3 столбика без накида убавка, которые мы провяжем
3 раза. То есть вяжем 3 столбика. Раз, два, три. Делаем убавку. Далее. Раз, два, три. Делаем убавку. И далее. Раз, два, три. Делаем убавку. И довязываем наши 4 столбика до конца. Вот такая вот, смотрите, у нас уже получается ножка. У нас сейчас по кругу 17 столбиков без накида. И теперь смотрите, сейчас у нас 12 ряд. И мы просто сейчас с вами вяжем по кругу. И вот тут вот у нас пяточка. Мы вот здесь должны сделать убавку. То есть посередине пяточки делаем убавочку. Давайте вяжем столбики. Вот я довязываю этот рядок и смотрю, вот у меня пяточка. И где у меня сделать убавочку. Ну вот я сейчас вот здесь сделаю убавочку. Она получится посередине пяточки. И провяжу еще одну петельку. А вы там смотрите, как у вас там получается. Так и провязывайте. Это значит, мы с вами провязали уже 12 рядов. И 13-14 рядочки мы с вами просто сейчас провяжем по 16 столбиков без накида по кругу. Давайте свяжем 13 и 14 ряд. Провязали. 15 ряд у нас вяжется таким образом. Делаем в самом начале 2 столбика без накида. Раз, два. В следующую петельку делаем прибавку. Все. И далее вяжем наши столбики по кругу до маркера, который у нас стоит. Провязали. Сейчас можно уже наполнить стопу. То есть берем наполнитель и плотненько наполняем нашу стопу. Особое внимание уделяем пяточке, чтобы у нас пяточка раскрылась. Прямо так вот берем и заполняем пяточку. Еще хочу рассказать о таком нюансе. Вы прекрасно понимаете и знаете, и, наверное, с этим сталкивались, что очень тяжело бывает попасть в размер, когда у нас две как бы одинаковые детали, и они должны быть одинаковые. Даже бывает, если вы по вязанию, по плотности вязания попали в размер, все равно обязательно, когда вы наполняете вторую ножку, вы обязательно сравниваете ее с первой. Потому что даже наполнением
можно изменить размер ножки. То есть, или вы, например, не донаполните, и она получится меньше, хотя ресурс позволяет ее наполнить больше. Или наоборот, вы наполняете, не посмотрели на эту ножку на первую, и у вас она получается больше. Поэтому вот когда вяжете, когда уже после связали, слава богу, если вы попали в размер по своей плотности вязания, то берите, когда наполняете, тоже смотрите, чтобы не перенаполнить эту ножку или наоборот недонаполнить, чтобы они хотя бы приблизительно попали у вас в размер. Потому что если не сравнивать, то можно потом удивиться, когда будете уже брать в руку одну ножку и вторую ножку, а будет уже поздно. То есть вот такой вот нюанс, пожалуйста, учитывайте, чтобы не было сюрпризов. 16 ряд мы теперь с вами вяжем немножечко по-другому. Мы с самого начала провязываем 13 столбиков без накида. Провязали 13, делаем прибавку. И довязываем наши столбики до конца. Провязали. У нас сейчас по кругу 18 столбиков без накида. Мы сделали прибавки. И теперь смотрите, 17, 18, 19 и 20 ряды, то есть 4 ряда, мы вяжем с вами без изменения по 18 столбиков без накида. Давайте провяжем эти 4 рядочка самостоятельно. И встречаемся с вами в 21 ряду. Вот смотрите, провязали мы эти рядочки. И 21 ряд вяжем 4 столбика без накида. Делаем прибавку. Теперь вяжем 5 столбиков без накида. Делаем прибавку. И довязываем наши столбики до конца, до маркера. Связали мы этот рядок. И теперь в 22 ряду мы маркер должны выровнять по центру. Смотрите, то есть уехал, не уехал, у кого там уже смотрите как. Вот мы находим, где у нас вот по пяточке центр, вот у меня здесь. То есть я сейчас один столбик довяжу и маркер поставлю уже в другом месте. Так. Бывает так отъезжает, что совпадает, бывает не совпадает. Ну, мы контролируем, проверяем, чтобы было по центру. Вот. Теперь вяжем таким образом. Вяжем 17 столбиков без накида. Семнадцать провязали. Делаем прибавку. Прибавочка. Делаем столбик без накида. Следующую петлю провязываем. И делаем опять прибавку. Это мы с вами провязали 22 ряд. 23 ряд вяжем. 2 столбика без накида провязываем. Раз,
2. Делаем прибавку. Делаем столбик без накида. И еще раз делаем прибавку. Далее просто провязываем все наши столбики до маркера. Давайте свяжем вот это вот все самостоятельно. Смотрите, провязали мы с вами 23 ряда. И теперь мы провяжем с 24 по 29 ряд 24 столбика без накида по кругу. То есть мы ничего им не меняем, просто вяжем с 24 по 29 ряд 24 столбика. И смотрите, по мере увеличения ножки обязательно наполняйте. Не оставляйте пустот, чтобы ножка была везде заполнена. Сравнивайте ее с той, которая у вас уже есть, чтобы не проскочить размер. И наполняйте. Все, давайте вяжем с вами до 29 ряда включительно, а в 30 ряду мы с вами встречаемся. Давайте вяжем. Провязали мы эти рядочки. И сейчас у нас с вами 30 ряд. В 30 ряду мы сначала с вами вяжем 19 столбиков без накида. Сделали 19 столбиков, делаем убавку. Потом делаем столбик без накида. И делаем еще одну убавочку. Сделали. Далее у нас с вами 31 ряд. 30. Сейчас мы снова выровняем наш маркер по центру. Поставим, вот посмотрим, где у нас примерно центр. Я довяжу 2 столбика. Установлю маркер. Мы вяжем вот сразу убавку. Сделали убавку. Потом провязываем столбик без накида. Делаем еще одну убавку. И далее просто вяжем столбики без накида до нашего маркера. Вот такая у нас уже ножка. И смотрите, мы дошли до вывязывания колена. 32 ряд это у нас коленка. Значит, что мы с вами делаем? Мы с вами вяжем 6 столбиков без накида. Далее мы делаем подряд 6 прибавок. Шесть. Далее наши столбики довязываем до маркера. Вот мы с вами сделали увеличение на коленку. Теперь два рядочка, 33 и 34 ряд мы вяжем по 26 столбиков. Сейчас свяжем без изменения 33 и 34 рядок и встречаемся. Вот у нас уже такая ножка. Смотрите, вот явно видно, где у нас коленка.
И сейчас у нас 35 ряд. Это последний ряд, где мы что-либо меняем. Значит, давайте вяжем 2 столбика без накида. Делаем прибавку. Далее вяжем 15 столбиков без накида. Делаем прибавку. И довязываем наши столбики до маркера. Все. Смотрите, сейчас у нас по кругу 28 столбиков. Мы прибавили еще 2 петельки. И теперь с 36 по 48 ряд мы вяжем, ничего не меняя. По 28 столбиков без накида, просто наращиваем длину нашей ножки. И, естественно, по ходу наполняем. В 47 ряду меняем цвет на цвет трусиков. То есть вот у нас 47 мы сменили, и 48 у нас последний ряд, который мы провязываем. Давайте эту ножку точно так же сейчас довяжем, свяжем и встречаемся, когда у нас вторая ножка уже будет готова. Вяжем самостоятельно.